Всем привет! Мы продолжаем рассматривать новинки от производителя XO Models в масштабе 1 к 43, и в сегодняшнем видео я хочу вам показать еще один американский капотный трехосный сидельный тягач. На этот раз более современный грузовик, это Freightliner Cascadia, который копирует прототип 2018 года, и в этом варианте окраски это первый грузовик, который выходит под брендом XO Models. Хотя до этого такой грузовик уже выходил в рамках европейской журнальной серии, посвященной американским сидельным тягачам, и было два варианта исполнения этого грузовика. Одна машина была с кабиной желтого цвета, полуприцеп у этого грузовика был гоночной команды, а второй грузовик был с кабиной синего цвета, и там был обычный полуприцеп. Журнальный вариант не сильно отличается от модели XO Models. Те отличия, которые я обнаружил, это то, что у XO стеклоочистители сделаны из фотоотравления, на журнальной модели они сделаны из пластика. Естественно, отличается цвет кабины, регистрационные номерные знаки, и журнальная модель поставляется вместе с полуприцепом. И она пакуется в пластиковый блистер и обернута в картонную коробку. Модель от XO Models поставляется в прозрачном дисплей-кейсе. У меня в коллекции пока что нету журнальных вариантов, хотя у нас в стране появились эти модели в продаже. Пока что на них довольно высокая цена, нету смысла их покупать в коллекцию, тем более у XO выходят повторы грузовиков, которые до этого выходили в рамках журнальной серии, но, конечно, им не хватает полуприцепов. Возможно, полуприцепы я докуплю в будущем, и тогда уже в будущих видеообзорах сделаю различные сцепки. Сегодня для сравнения я вам приготовил еще пару грузовиков от XO, которые есть в моей коллекции, у которых похожие кабины. Мы посмотрим, чем отличаются грузовики друг от друга, и вы в комментариях можете написать, а какие масштабные модели от XO Models есть в ваших коллекциях. Возможно, вы тоже приобрели Freightliner Cascadia, будет интересно узнать, из журнальной серии ли он, или все же от XO Models, за сколько вы приобрели свою модель. У нас в Европе эти грузовики в коробочках XO продаются за 32 евро 95 центов, а модели из журнальной серии, цена у них варьируется. Например, модели в некоторых магазинах продают за 65 евро и выше, в некоторых местах цена может достигать 100 евро и выше. Все зависит от жадности продавца. И здесь грузовик поставляется в стандартной коробочке от XO Models, черная упаковка с оранжевой полосой. На нижней стороне упаковки можно ознакомиться с различной информацией, которая касается данного производителя. Эти модели изготовлены в Бангладеше, указан официальный сайт производителя, на котором можно узнавать о будущих новинках, которые выходят под этим брендом. Также есть наклейка с артикулом, по которому можно найти модель в интернете. И указан прототип Freightliner Cascadia 2018 года. И в целом мне понравилась эта модель, хотя есть некоторые замечания к покраске грузовика. Здесь не очень аккуратно нанесены черные полосы на спальном отсеке, но это не столь критично, учитывая невысокую цену на эту масштабную модель. И не стоит забывать то, что помимо XO Models такой грузовик в 43-м масштабе на сегодняшний день больше никто не предлагает. Хотя Freightliner Cascadia выпускается в других масштабах. Например, в масштабе 1 к 32 такая модель есть у производителя Welly. Также есть модель в масштабе 1 к 50, у нее открываются дверцы, капот, поворачиваются передние колеса. И есть модель от компании DCP в масштабе 1 к 64. Довольно симпатичный золотистый цвет металлик. В целом довольно аккуратная сборка, хотя некоторые детали не очень ровно установлены в свои посадочные места. Что мне понравилось у этой модели, это покрышки. Здесь уже присутствует узор на боковинах колес. На ранних грузовиках от XO Models покрышки были, можно сказать так, лысые. Здесь, как видите, уже все же есть какое-то продвижение вперед и довольно хорошие колесные диски. Они выполнены в хроме, присутствуют сквозные отверстия, и задние колесные диски тоже выполнены на таком же уровне, как и передний колесный диск. У грузовика окрашен интерьер, сиденья выполнены в светлых тонах, можно рассмотреть рулевое колесо, рукоятку переключения коробки передач. И это довольно тяжелый грузовик, у него полностью металлическая кабина, включая спальный отсек, а нижняя часть сделана из пластика.
Зеркала заднего вида выполнены в хроме, ножки зеркал окрашены черной краской, и также присутствуют дополнительные зеркала заднего вида, установленные на боковины капота. Я посмотрел в интернете, на фотографиях такие грузовики встречаются как с дополнительными зеркалами заднего вида, так и без них. Здесь, видимо, решили сделать топовый вариант, у которого включены все опции. Установлены регистрационные номерные знаки спереди и сзади. Довольно хорошо сделана осветительная техника. Отсутствуют пресловутые черные точки, которые порой портят облик. И здесь также снизу присутствуют противотуманные фары. Габаритные огни на кабине обозначены просто краской. Можно было сделать эти детали в виде отдельных элементов из прозрачного пластика, но здесь Иксо решил сэкономить. Сзади присутствуют перекидки, их 2 штуки. Также установлена площадка на раму. На этот раз ее сделали не из фототравления, а из пластика. Также есть вот такие световозвращающие полосочки. Задние фонари обозначены просто красной краской, можно было их сделать тоже более детализированными, но что есть, то есть. И интересный момент, тут присутствуют аэродинамические щитки на задней оси. Тоже смотрится довольно интересно. И рабочее сцепное устройство. Давайте покажу вам другие грузовики, которые есть в моей коллекции. Можно рассмотреть довольно старую модель, которую я покупал еще в прошлом году, International Lone Star 2010 года. Тоже очень красивый грузовик. Эта машина была в черном цвете первой, затем пошли другие варианты окраски. Мне больше понравился этот вариант, хотя он тоже не совсем соответствует окраске настоящего прототипа. Это вариант окраски Harley Davidson, и у настоящего грузовика немножко видоизменена светотехника и также декоративные элементы, а здесь за основу взят обычный базовый грузовик. Но он смотрится тоже довольно симпатично. У него длиннее рама, чем у грузовика марки Freightliner. Также более крупный спальный отсек. Присутствуют хромированные выхлопные трубы. Здесь выхлопная система спрятана. Скорее всего, она под днищем грузовика. Ну, обе модели хорошо смотрятся на одной полке, если вы их поставите рядом. И у этого грузовика площадка сделана из фототравления, тоже присутствуют перекидки. На задней стенке кабины присутствует надпись International. Покрышки уже попроще, у них другой протектор, но вполне хорошие колесные диски, как сзади, так и спереди. И декоративные огоньки здесь тоже обозначены просто краской. Конечно, если делать все эти детали в виде отдельных элементов, то, я думаю, это сильно бы удорожило стоимость модели. А за эту цену, еще раз повторюсь, вполне хорошие масштабные модели, которые можно смело ставить на полку. И покажу вам еще один сидельный тягач, который есть в моей коллекции. Это Kenworth T600, который копирует прототип 1984 года. Можно сказать, пионер среди аэродинамичных грузовиков. Более ранние модели были угловатыми. Здесь, как видите, уже есть различные обводы на передних крыльях, на капоте. Не самый симпатичный грузовик, но тем не менее он занимает достойное место в моей коллекции. И мне понравился красный вариант. Такой грузовик у Иксо уже вышел и в других вариантах окраски. И, естественно, он также дублировался в рамках журнальной серии. Тоже присутствуют перекидки. Площадка сделана из пластика, как на модели Freightliner Cascadia. Более простые покрышки. Тут колесные диски просто раскрашены серебристой краской, а не в хроме, как на других моделях. Но тем не менее они тоже смотрятся вполне реалистично. И по внешнему виду напоминают диски из полированного алюминия.
Ну, вот такой грузовичок, мы тоже его рассматривали в более ранних видеообзорах. И давайте еще раз посмотрим на Freightliner Cascadia. Так что, если вы собираете американские сидельные тягачи, можете смело приобрести эту модель в свою коллекцию. Скорее всего, у IXO она будет продублирована и в других вариантах окраски. Я обычно выбираю грузовики, в каком цвете мне больше понравится модель. Например, у IXO также вышел Kenworth T2000 уже в двух вариантах окраски. Но пока что ни один из цветов мне не приглянулся, поэтому я жду, пока IXO его выпустит в каком-то другом облике. Тогда я рассмотрю модель к приобретению и, соответственно, на нее сделаю детальный видеообзор. Пишите ваши комментарии, что вы думаете об американских сидельных тягачах, которые выходят в коробочках IXO Models. Есть ли какие-то модели в ваших коллекциях, за сколько и где вы их приобретали. Если вам понравился видеообзор, не забывайте поддержать его лайком, также вступайте в мои группы в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбуке. Жмите на колокольчик, если вы не сделали этого раньше, и можете заглянуть на мой второй канал, там тоже выкладываются видеоролики на масштабные модели из моей коллекции. А на сегодня это все. До новых встреч. Пока-пока.